Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала Лесной Строитель. Меня зовут Алексей, и сегодня со мной Виктор с канала Лесные Тайны. Всем привет. Как вы уже поняли, мы пришли в избушку на лесной кордон, и я думаю, все соскучились по походам осенним, когда на улице прохладно, а ночью порой температура опускается до минусовых показателей. И, наконец, мы сможем провести с наслаждением, с удовольствием время в лесу, находясь в избушке рядом с теплой печкой. Но, как мы считаем с Виктором, здесь чего-то не хватает. А не хватает здесь домашнего уюта и тепла и комфорта. Поэтому мы притащили сюда ковер, пройдя с ним 5 километров по лесу. Ну а также хотелось бы сегодня еще и покрасить печку, чтобы она выглядела аккуратно, красиво и радовала глаз. В общем, садитесь поудобнее, наливайте себе горячий чай, потому что уже холодно. Нарезайте бутерброды. Приятного просмотра. Погнали! Печка дымила очень сильно, и поэтому не получилось заснять весь процесс. В срочном порядке разбирались с задымлением. Такой вот лист подогнули немного, вставили сюда, и дым стал уходить. Тяга нормализовалась. И, короче говоря, делаем вывод о том, что с этой стороны печку можно, в принципе, заложить, ну вот наполовину. Кирпичом вывести вот до сюда кирпич. И тогда задымления не будет. Потому что с железкой небезопасно. Ну, вот так вот в ночь ложится. Металл, он деформируется, играет от изменения температуры, перепадов. И, соответственно, мало ли, вот так вот упадет она сюда, мы хорошо крепко спим, и дым пойдет внутрь. Вот, поэтому на ночь, я думаю, хорошенько печь протопим, там часов до 10, до 11, до 12, ну, не знаю, когда мы спать ляжем. И дождемся того момента, когда здесь будут угли, и только тогда уже ляжем спать. Я думаю, печка и тепло будет всю ночь отдавать, она большая, хорошая.
карты нашлись. Можно в карты вечером сыграть. Короче, здесь повесим ковер, который мы тащили сегодня. Спрячем вот эти стены некрасивые. Ну и, надеюсь, создадим какой-то хотя бы минимальный уют. Возможно, он очень длинный и чуть-чуть залезет на эту сторону, но, в принципе, оно даже и к лучшему. То есть весь угол закроет. А полку, которую оторвали, кстати, можно будет перевесить вон туда, где в дальнейшем будут вещи висеть у нас зимой, например. Вот, все, идем, приносим ковер сюда. Степлер уже Виктор приготовил, скобы поставил. И прямо на степлер его посадим, прибьем. И я думаю, он будет держаться надежно и красиво. Да ты издеваешься? Так, друзья, мы тут немножко отвлеклись, хотели ковер повесить, а в итоге пришлось срочно переделать печку. В общем, здесь пробили окошко небольшое, ну, чтобы дверца была. А, соответственно, с этой стороны вот так вот железкой заложили и подперли. Проблема вся в том, что все равно она дымила. Вот сейчас дымить она перестала. Соответственно, делаем вывод, что нам впоследствии придется ту часть печки заложить кирпичом. Но пока оставим так, как есть. И давайте уже повесим в конце концов ковер. О, слушай, ну мне кажется, даже может и не надо заезжать на стену. Чуть-чуть заедь вот так. А давай тогда дальше еще попробуй на угол прям. То есть вот так. Ну-ка. Ну-ка. Так, отойди-ка, глянь как. Тебе лучше будет видно. Кстати, нормально, ну, четко, да. Так, ну что, сейчас надо заняться потолком. Напилим доски для крыши и потом уже немножко отдохнем. Я взял сегодня с собой лук и взял с собой, ну, естественно, нож. Побросаем нож, постреляем из лука. Может быть, удастся какую-то добычу нам подстрелить из лука или с помощью ножа. Посмотрим. Пилю доски и занимаемся ремонтом крыши внутри избушки. Ну а печка пока наконец-таки побеждена, наконец-таки она не дымит, не выделяет никаких угарных газов. Ну и делаем вывод, что придется потом впоследствии заложить ту часть печки, которую я оставлял, и плюс ко всему сделать какую-то дверцу красивую, может быть некрасивую, с другой стороны. В любом случае, все у нас теперь будет отлично. Теперь мы хотя бы знаем, как заниматься с этой печкой, как ее топить, чтобы она нас не задушила своим угарным газом.
Все, пилю доски и ремонтируем потолок. Сейчас починю потолок в избушке с помощью вот этих вот напиленных досок по размеру. Просто вот понаколочу их до сюда. И нормально, уже хотя бы будет меньше осыпаться и меньше будет холод заходить снаружи через крышу, потому что она не утепленная. А в избе, кстати говоря, хочу вам сказать, стало тепло. На улице сейчас температура опустилась уже до 13 градусов. Здесь, я не знаю, ну, наверное, под 20-ку уже есть. Представляете, печка будет нас всю ночь греть. Отлично. Просто отлично. Все. Потолок починил. Ну и сейчас с Виктором покрасим печь. Наверное, я начну, он продолжит. После чего можно будет отдохнуть и уже заняться ужином. Ничего себе. О. Тут надо расслабить. Офигенно вообще. Давай. Давай. Ну я что-то вообще, конечно, с этим не дружу. Если он хоть раз воткнется, это вообще победа будет уже большая. Офигеть. Ну, как-то это, знаешь, не очень прям хорошо так сопленько, но воткнулся. Ну, примерно уже я тут понимаю, да, как кидать. Ну, не, ну примерно-то есть понимание, да. Такой кадр не снял. Прям ровно в 10, вообще офигеть. Жесть. Главное, только на паузу поставил камеру, 4-й или 5-й раз бросаю, прям в 10-ку воткнул, сам не ожидал. Первый раз вообще в жизни ножи метаю. Виктор научил. Тоже неплохо. Вот когда не думаешь ни о чем, нормально. Так, ну я тогда бросил, видел прям в 10, я вообще ни о чем не думал, просто взял и кинул. Такой вот лук еще взяли с собой, он сборный, с помощью шестигранников собрали, стоит недорого, прям что-то около 1500 рублей, 1600, 1700. Единственное, мы уже попробовали, стрелы не втыкаются. Мне кажется, что они немножко неправильно отбалансированы, то есть, ну, она заваливается, стрела. Но в целом, поиграться вообще прикольная тема. Сейчас
попробуем, постреляем из лука. Пусть она не будет втыкаться в мишень, но мы хотя бы будем видеть, куда попадаем. Ух ты, слушай, хорошо так, ударная сила хорошая. Но почему не втыкается? Нормально прям. Стрелы получше. Получше надо. Сюда надо. А вот, кстати, от ножа осталось. А, красота. Ну, не знаю, насколько ее хватит, учитывая густоту. У меня такое ощущение, что ее даже на одну сторону печки не хватит. Ну, в любом случае, попробуем сейчас. Начнем красить. Если мало будет, в следующий раз, значит, довезем. Хотелось бы, конечно, всю печь покрасить. Но что-то мне подсказывает, что расход у нее будет очень большой из-за густоты. Такая мелочь, как все меняется в корне. Да. Картинка прям вообще классная становится. Отлично. Ну что, дорогие друзья, наконец пришло время заняться ужином. Виктор пошел искать жерди для того, чтобы приготовить кролика, которого мы сегодня хорошо так подстрелили с помощью лука. Ну, а я хочу сделать... Не знаю, что я хочу сделать. Возможно, это хлеб получится, возможно, лепешка получится. Короче говоря, взяли мы с собой тесто дрожжевое. Оно почему-то у нас не поднимается, хотя должно подниматься. И задача какая? Есть сковородка, вот, да, соответственно, хочу сделать лепешку по форме этой сковородки, плюс-минус, руками сейчас ее как-то сделаю, положу и поставлю в печь. То есть мы сегодня испечем, по-моему, да, хлеб в печи. В старой русской печи будет сделан хлеб. Я думаю, это очень такая атмосферная тема вообще. Тем более, что печь покрашена, такая она красивая теперь стала. И было бы здорово что-то в ней приготовить. Поэтому вот хлеб в печи — это самое то, на мой взгляд.
Ну, а потом, сколько тут, наверное, 3 лепешки получится сделать. Ну, а Виктор потом пойдет жарить кролика. Предварительно мы его отмочили. Отмочили в воде с уксусом и немножко энергетика добавили. Ну, вот так вот получилось. Просто у нас был с собой энергетик, мы его выпили и чуть-чуть добавили туда. Получился такой запах, прям, по крайней мере, такой, знаете, сладковато-уксусный какой-то. Ну, а какой будет вкус, посмотрим, скоро узнаем. В общем, готовлю хлеб и потом ставим кролика на огонь. Вот такая вот лепешка получилась. Слушайте, ну тут много будет их. Теста много и лепешек будет много, наверное, штук 5 аж. На улице, кстати, температура уже плюс 5 градусов, время только 9 часов вечера. И я думаю, что она еще опустится. Ночью, ну, ждем минусовую. Благо у нас здесь теплая печка. И, в принципе, можно было бы сидеть даже, наверное, в трусах. Вот. Ну, или в шортах хотя бы. Все, первую лепешку ставим в печь. И посмотрим, что у нас получится из этого. Кролик замариновался у нас, сейчас его насадим вот на такие вот заранее приготовленные Виктором шампуры, назовем их так, и поставим потом на угли. Давай тогда держи. Под ребро прям. Кролик где он? Кролик у нас наконец готов. Сразу и лепешечка здесь снизу спряталась под ним. Сейчас мы это дело попробуем, оценим и поделимся с вами своими впечатлениями. Ну, вообще, насколько я помню и знаю, у кролика мясо жесткое. Но я уже ел его один раз. А ты, кстати, ел кролика? Ел дома, да. Тоже, да? Жесткое мясо и невкусное, говорят. Зачем мы его готовили тогда? Просто. Для контента, да, чтобы красиво было. Не, ну выглядит-то красиво, смотри, стоит на четвереньках, хлеб под ним лежит, запеченный в печи. Ну, вообще же все прям по фэншуй сделано. Ну ладно, попробуем и расскажем о своих впечатлениях. Какого вот. Ну-ка, лепешечка. На лепешка как это напоминает. У меня мама раньше делала, короче, тесто и посередине сахар, прям, я не знаю, как это называется. Не делала у тебя такая, ну, мамка? Посередине сахар? Короче, булочка с сахаром прямо, да. Не помню. Прям на сковородке. Очень похоже. Мне, кстати, прикольно. Хлеб вообще прикольный. И да, получился отменный. Вообще кайфовый. Хлеб обалденный, прям 4 с плюсом. Можно было лучше, но обалденный. Ну, что хочу сказать. Поначалу немножко непонятно было. Короче, мясо однозначно жестковато. Дальше оно готовое. Прям, ну, не сочится кровь нигде, все.
Получилось приготовить его отлично, равномерно прожаренное. Но, на мой взгляд, наверное, надо его мариновать побольше. Все-таки не там сколько, не 7-8 часов, сколько у нас сегодня было. Я бы, наверное, побольше его мариновал, отмачивал, чтобы он стал помягче и пропитался насквозь уже, да, составом, вот этим маринадом. Тебе как бы не особо понравился первый слой, ну, то, что вот первый, когда кусаешь, да? Потому что там энергетик мы налили сверху. А уже внутренний слой, ну, прям вкус мяса имеет. Очень вкусно. Вот. А у меня, наоборот, мне и первый слой нравится. Я бы даже, наверное, хотел, чтобы и внутри такой вот какой-то пряный привкус был. В общем, блин, кролик имеет место быть. Приготовить его можно. Тем более, мы его из лука подстрелили. Это вообще шикарно просто. Ну, как так, пойти в лес и добычу не поймать. Поэтому берите с собой лук в лес, стреляйте кроликов и ешьте их. И всем приятного аппетита. Кто ест вместе с нами. Ночь была холодной, сейчас выходил на улицу плюс 3 градуса, то есть ночью может даже вообще и 0 был. Но печка наша отремонтированная справилась на ура. Проснулись вообще в тепле, красота. Я даже вот из спальника вылез, в термобелье сижу здесь, ну пока Виктор спал. И такой думаю, блин, классно прям. Ну градусов, наверное, 20 точно здесь есть. Это несмотря на то, что печку... Ну, где-то в 12:30, наверное, мы перестали топить уже. Последняя закладка дров была, наверное, в 11 с чем-то. В общем, печь отличная. Справилась, все хорошо. Сейчас будем потихоньку собираться, собирать вещи свои. Дорога дальняя у нас до машины предстоит. Но, дойдя до машины, мы еще не закончим наш поход и отправимся путешествовать дальше. Хотим посмотреть пару интересных мест. Ну, надеемся на то, что они будут интересными. И обязательно покажем вам, если что-то найдем. Ну, а на всякий случай мы с вами попрощаемся. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик до конца. Подписывайтесь на канал Виктора Лесные Тайны. Обязательно пишите комментарии под нашими видео. До скорой встречи. Надеюсь, встретимся скоро в лесу. Пока-пока. Пока.